Я прожил миллион жизней. Но казалось, что все страдания вместе взятые не могли сравниться с этой скорбью. Мой малыш, мой маленький боец. Чем дольше тянулись минуты, тем больше разрасталась бездна в груди. Настолько, что я даже не мог заплакать. Будь храбрым, Томми. Будь сильным. В конце концов, такова была судьба человека. Неважно, доживет ли Томми до следующего года, следующего десятилетия или следующего вздоха. Все равно однажды он умрет. Я понимал, что если возьму его на руки сейчас, то ни за что не отпущу. Я последую за своим сыном, даже в могилу. Это мой брат? А можно мне его подержать, мама? Я хотел запомнить их такими навсегда. Я всегда буду тебя любить. Я всегда буду тебя любить. Я всегда буду тебя любить. Что такое? Я сделал что-то не так? Нет. Ты сделал правильно, сынок. Ты молодец. Когда королевская армия покинула столицу, нас было 20 тысяч солдат. Как только пыль осела и выжившие выбрались из-под обломков, я их всех пересчитал. Осталось всего 800. Нас, конечно, предупреждали, и, услышав сигнал короля, все старались спастись. Но не все оказались достаточно быстро. Не все из них умерли во время взрыва. Большинство погибло от рук врагов. Казалось, что бродить по долине бессмысленно. Все, что можно было найти, останки двух армий. Братская могила, которую никто не почтит. Столетия спустя люди увидят лишь зеленые холмы, усыпанные голубыми цветами. Принц был мертв. Убит в последние минуты войны. Последняя жертва. Кровь. Кровью для кровавого бога. Я жаждал резни, жаждал мести. Некуда было направить мой гнев. Все враги уже были мертвы. Это все твоя вина. Во всем виноват ты. Куда спрятаться? Неужели ты думал, что сможешь сбежать? Я правда думал, что смогу. Впервые в этой проклятой жизни мне казалось, что я нашел безопасное место. Место, где никто не знал и не желал знать о моем кровавом прошлом. Место, где я мог притворяться тем, кем никогда не смогу стать. Смертным. А сейчас все рухнуло. Фарс. Моя наивность — это лишь цена за те безмятежные дни.
Я должен был уехать при первой же возможности. Я вовсе не должен был их встречать. Уилбор. Уилбор, отпусти его. Нам нужно привести его в порядок, Уилбор. Иди от нас. Ты не можешь держать его вечно. Ради всего святого, Уилбор, у него из груди все еще торчит кинжал. Пытаешься кожу с него содрать? Отпусти его. Я не могу. Уилбор. Я сказал, я не могу. Разумеется, можешь. Это несложно. Просто разожми свои чертовы руки и положи его на кровать. Для тебя это было бы просто, не так ли? Что ты хочешь этим сказать? Сейчас ничего не давалось легко. Я лишь хотел кричать. Я хотел разрывать весь мир на части голыми руками. Сжечь все дотла, не оставив ничего. Даже мысли о том, что здесь было. Мир не заслуживал даже мысли о Томе. Ты меня слышал. Тебе все дается легко, не правда ли? Кровавый бог. Не смей меня в этом упрекать. Не сейчас. Не после всего, что я для тебя сделал. Смерть. Такое маленькое слово для такой огромной вещи. Я ведь и вовсе не хотел, чтобы Томми выходил на поле боя. Томми сильнее, чем тебе кажется, и умнее, чем думают остальные. Если оставишь его, ты потеряешь не только незаменимую помощь, но и любовь своего брата. Неужели правда думаешь, что Томми позволит тебе вести эту войну без него? Что ты будешь делать, когда он начнет неизбежно протестовать? Запрешь его в спальне? Прикуешь к стене? Ты уже пытался защитить его однажды. И посмотри, к чему это привело. Это твоя вина. Будь осторожен с тем, что собираешься сказать, Уилбор. Ты посоветовал привести его сюда. И ты был их целью.
Мы все просто пушечное мясо в расплате за все то дерьмо, что ты натворил. Прошлое настигло тебя, Техноблейд. Да какого хрена ты тащишь нас за собой? Я ведь говорил. Говорил, что могу сам с ними разобраться. Помнишь же? Я мог остановить их еще на границе, но ты захотел поиграть в миролюбивого правителя. Даже когда кровавые факты были у тебя под носом. Я могу убить их всех. Техно, это не... Я могу. Ты знаешь, что могу. Только скажи. Ах, Техноблейд. Что бы ни случилось, всегда прибегает к насилию. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Неужели? Томми не знал, зачем ты отправлялся в свои ночные приключения. А я знаю. Ты думал, я не замечу? Думал, я не стану задаваться вопросами и не прослежу за тобой? Ты идиот, Уилбор. Тебе хоть весело было убивать людей в том лесу, а, Техно? Мне было 17, когда я узнал. Даже не помню, как я там оказался. Нет! Пожалуйста, не надо! Пощадите! Ну давай, скажи, что ты изменился. Скажи, что я не понимаю, о чем говорю. Скажи, что ты не тот кровожадный бог из легенд. Я надеялся, что как раз таки ты сможешь понять. Ты знаешь, что голоса не отпускают. Они требуют своего, Уилбор. И иногда это не остановить. Но я старался, очень старался. Если ты действительно следил за мной, то должен знать, что до сегодняшнего дня я не убивал уже несколько лет. Я прекратил. Я боролся с голосами, даже если приходилось жертвовать всем. Думаешь, что раскусил меня, Уилбор? Все, что нужно знать, я делал это ради тебя и Томми. Ну давай, ищи другие смыслы, если это тебя успокоит. Давай проверим, осталось ли во мне хоть капля переживаний. Тогда куда ты уходил? Я искал твоего отца. Я хотел рассердиться. Хотел, чтобы гнев лился через край, и стоило мне хоть мельком его увидеть. Но жалость была единственной эмоцией. Я не видел в нем того недосягаемого короля из прошлого. Сейчас передо мной было лишь жалкое подобие человека, некогда бросившее своих сыновей. Вернувшегося лишь после того, когда все трудные решения уже были приняты. После того, как мне пришлось их принять. Именно. Каждую ночь на протяжении многих лет, игнорируя голоса, игнорируя все, я отправлялся на поиски твоего отца, чтобы вернуть его тебе. Потому что я видел, каково тебе. Замечал каждый обед, который ты пропускал. Каждый час, который ты проводил за изучением политики вместо сна. Каждый раз, когда тебе казалось, что ты задыхаешься. Я видел все. Я был рядом. Это меня убивало, поэтому я искал того, кто мог бы тебе помочь. Я пытался показать, что изменился. Я кусаюсь лишь тогда, когда моей семье угрожает опасность. Но ты все равно видишь во мне лишь бешеного пса.
И те люди, которых я и вправду убил в лесу, они были преступниками, Уилбор. Как будто это хоть что-то меняет. Скажи это армии, которую ты обратил в пепел. Ты установил взрывчатку. А ты отдал приказ. И что это нам дает? Может быть, и хорошо, что Томми умер до того, как узнал, кто ты такой. Ты должно быть доволен. У него не будет и шанса узнать, какой монстр ты на самом деле. Давай, докажи, что я прав. Это все, что ты можешь, кровавый бог? Что мы натворили? Вечного недоволя. Даже сейчас. Особенно сейчас. Не стоит. Ему нужно побыть одному. А нам стоит привести Томми в порядок. Полагаю, стоит. Я держался, пока мы шли обратно в лагерь. Держался, пока Уилбор поливал меня обвинениями, которые просто повторяли то, что твердили голоса уже много лет. Я убил 1000 человек. Видел мучения союзников, был свидетелем падения королевств. Я даже видел, как Филз остановился на колени. Я видел конец света сотни раз и наблюдал, как люди восстанавливали мир. А я лишь беспомощно стоял в стороне, желая кричать на них за их глупость. И в то же время желая полюбить что-то настолько же сильно, чтобы любить и то, что вырастет из этих руин. И именно вид умиротворенного лица Томми наконец-то заставил меня, императора льда, бога крови, разрушителя миров, заплакать. Горе и вина, страдания и безумие — все сразу разрывало меня изнутри. И вдруг я понял муку в глазах бога войны, понял боль вдов и сирот, которых оставил на своем пути, понял агонию целого мира, поставленного на колени перед безжалостным богом. Это твой? Тебе лучше знать. Ты мне его подарил. Это было давно. Ты мне подарил целый набор. Во время... Да, в то время.
Томми был чист. Томми был безупречен. Томми был мертв. Нам нужно поговорить. Поговорить? О чем тут говорить? О том, почему я исчез. Твой сын мертв. Его труп лежит прямо перед тобой, а ты хочешь поговорить о себе? Это важно. Ты должен понять. Что еще тут нужно понимать? Это не конец. Война не окончена. Не морочь мне голову. Я все. С меня хватит. Даже если я скажу, что лидер Зеленой армии, ее генерал, правитель, неважно, все еще где-то там? Что? Я ушел по 1000 разных причин, Техно. Когда она умерла, я уже понимал. Я не мог вынести боль от ее потери, и в то же время понимал, что грядет что-то еще страшнее. И оно пришло. Раньше, чем я ожидал, но пришло. И ее смерть уничтожила меня. Но я знал, что день, когда я потеряю своих сыновей, станет днем, когда я уничтожу весь мир. Мне кажется, ты это понимаешь. Понимаю. Мы боги другие. Наше горе безгранично, как и наши силы. Никто не должен обладать и тем, и другим. Даже смертного человека горе вынуждает творить страшные вещи. Наше горе в 1000 раз хуже. Поэтому я сделал единственное, что, как мне казалось, могло спасти меня, спасти всех от моего горя. Ты слышал о Зеленом Боге, Техноблейд? Зеленый бог. Загадочная сила, сыскавшая дурную славу. Я встречал это имя на деревьях, старее самой цивилизации и святых писаний смертных. Зеленый Бог может вернуть его. Вот почему. Вот почему ты сейчас не срываешься. О, поверь мне, старый друг, мне очень тяжело. У меня просто больше опыта в том, чтобы скрывать это. Понимание того, что я могу оживить своего сына, ни хрена не помогает убрать боль от того, что он мертв. А твоя жена? Не знаю. В текстах, которые я читал, а их было миллионы, информация о правилах Зеленого Бога сильно разнится. Что ему по силам, а что нет. Но все сходится в том, что он могущественнее. Даже больше, чем мы с тобой вместе взятые, полагаю. Он может вернуть Томми. И это единственное, что сейчас важно. А ты мог сказать все это до того, как я сломал Уилбуру нос? Прости, я был... Ну, как я уже сказал, мне было тяжело. Ты меня знаешь. Да, я тебя знаю. Всегда исчезаешь перед тяжелыми последствиями, не так ли? Техно. Ты мог бы остаться, чтобы все объяснить. Или мог бы взять меня с собой. Что давало мне силу уйти в ту ночь, когда умерла моя жена, Техно, так это осознание того, что ты останешься. Я видел, кем ты становишься для мальчиков, и кем они становились для тебя. Я знал, что могу уйти, потому что у них будешь ты. Но кто был у меня, Фил? Техно, это... Ты и я. Ты это сказал. Так где же ты был, когда я переворачивал вверх дном библиотеку в поисках книг по истории, политике и чертовому этикету, чтобы вписаться в жизнь, о которой никогда не просил? Где ты был, когда Томми почти каждую ночь просыпался от кошмаров? Или
когда Уилбер рвал на себе волосы из-за того, что стал королем в 16 лет? Где ты был, когда голоса в наших головах становились настолько громкими, что нам приходилось поочередно напоминать друг другу дышать? Ой, это... И что мне теперь делать? Для начала извиниться. За стол или за то, что ушел? Прости, это была неудачная шутка, так понимаю. Знаю, мне нужно извиниться за многое. Теперь будет «но», не так ли? Но у нас есть остаток жизни, чтобы искупить свои грехи. Я буду извиняться каждую минуту, каждого дня, как только все закончится. Никогда не перестану пытаться загладить свою вину перед тобой. Но это подождет. Потому что сперва мы все должны оказаться в безопасности. Когда мы все будем дома. Как я уже сказал, эта война еще не окончена. Зеленый бог все еще где-то там. Это было лишь его приглашение. Приглашение? Он божественнее нас обоих. Называешь меня смертным, Филзе? Это как посмотреть. Все еще считаешь это оскорблением? Кто-то должен найти Уилбера. Когда Техно говорил, что Уилбер стал королем в 16 лет, он произнес это так, будто речь шла о худшей вещи на свете. Сейчас, глядя на сына, я начал понимать, что это действительно так. Я хотел задать миллион вопросов. Все ли в порядке? Кто это сделал? Как это случилось? Простишь ли ты меня когда-нибудь? Но я ждал. Если нужно, я ждал бы до конца света. Это правда должно было случиться. Прости? Верно. Тебе и правда нужно извиниться. Уилл, Почему ты не заглядывал к нам? Или хотя бы не оставил письмо? Хоть что-нибудь. потому что я знал, что если бы я это сделал, если бы я позволил себе переступить порог, у меня не хватило бы смелости снова уйти. Ты вообще думал о нас? Разумеется, каждую секунду каждого дня. Я никогда не думал о тебе. Или, по крайней мере, старался не думать. Это было трудно. Я видел тебя повсюду. На картинах, в саду, в каждом коридоре, в глазах Томми, в словах Техно. Но то, что странно, я никогда не видел тебя в себе. Я думаю, это даже хорошо, Уилбер. Нет. Нет, это не так. Я устал притворяться, что это так. Я устал от всего. Я хочу быть таким же, как ты. И уйти, не оглядываясь назад. Оставить тебя и Томми было до смерти тяжело, Уилбер. Но я знал, что должен был так поступить, чтобы избавить тебя именно от этого. Мы можем вернуть его, Уилбер. Это еще не конец. Я знаю, что это не искупит мой грех. Я оставил тебя, когда твоя мать только... Я думал, что защищаю тебя от своего мира, но я должен был понять раньше. Ты и есть мой мир. Ты, Техно и Томми. И после того, как Зеленый Бог вернет нам твоего брата, мы сможем вместе вернуться домой. Ты снова станешь принцем Уилбером, если захочешь. Или можем уйти куда-нибудь, найти место, где никто не знает наших имен, и просто жить. Знаешь, детям обычно плевать, почему родители уходят.
Важен лишь тот факт того, что их нет. Мне все же повезло, наверное, ведь я никогда не был ребенком, даже когда я был младше. Почему ты так уверен, что Зеленый Бог даст нам то, о чем мы попросим? После всего того, что он сделал? Потому что я его заставлю. Точно. Знаешь, Техно рассказывал мне о тебе. Хотя, наверное, ты рассказывал мне о Техно еще раньше. В сказках на ночь. Каждый раз, когда я молился богам, на самом деле я молился тебе. Вырос я человеком не очень религиозным, но, полагаю, вера становится сильнее в тяжелые времена. Верно? И я ни за что не забуду момент, когда я не решился взять Томми на руки. Этот стыд останется со мной навсегда. Но после этого я пообещал обнимать сыновей столько, сколько они позволят. Я поклялся никогда не отпускать первым. Я провел вдали от своего старшего сына 9 лет, 9 месяцев, 3 дня и 16 часов. А теперь я наконец-то вернулся домой. Это не прощение. Я знаю. Тебе предстоит еще херово туча объяснений. Я знаю. Когда мы вернем Томми, тебе придется из кожи вон лезть, чтобы ему угодить. Этот мальчишка держит обиды дольше, чем я. Я знаю, Уилбер. Я знаю. Тогда с этого и начнем. Пока что у меня не было права быть рядом с ними. Еще столько всего предстояло обсудить. Но я знал, что когда-нибудь все вернется на круги своя. Однажды мы вчетвером будем дома. А пока что мне оставалось нетерпением ожидать этого далекого момента. Let me tell you a story of November 16th, the day my son destroyed all of their dreams. With his head up high, shot a firework to the sky. They say time heals. It feels as though hope is all gone. But in the end, you should know they held hands and mentally smiled to their son. The symphony that my son sang will remain unfinished, with a chapter not yet closed. Let me tell you a story of November 16th, the day my son let go all of his dreams. As he said to me, it was never